Доброго времени суток всем неравнодушным. С момента моего прошлого обзора прошло чуть более полугода, а это значит, снова вы, снова я, немного поговорим. Ну как поговорим? Я расскажу, а вы послушаете. И вначале речевой дисклеймер. Все озвученное в данном монологе является субъективным мнением автора. Крупно это возьму. Поэтому каждый раз, когда у вас складывается стойкое ощущение насчет того, что ты втираешь мне какую-то дичь. Помните о предыдущем пункте. Хотя кого я обманываю? Будет же как обычно. Хер тебе в рыло, сраный урод! Данная тема является весьма тривиальной и общедоступной. Поэтому если вы знаете свой класс, то ничего нового я вам не расскажу. Ладно, для детального погружения в сегодняшнюю тему необходимо уделить крупицу внимания теории Крафтса. Не переживаем, это только щепотка информации, нужной для дальнейшего понимания. А коснемся мы стат приоритетов, в соответствии с которым и будет подбираться экипировка. Здесь имеется 4 позиции. Не нужно мне сейчас писать про первичные вроде инты, спириты и стамины. Они присутствуют чуть ли не на любой шмотке. И на них мы смотрим уже после. Разумеется, если это не касается ПВП, о котором позднее. Начнем с давляющей над всеми остальными. Это БХ. Она является наиболее линейной и эталонной для всех остальных. С ней все предельно просто, так как она влияет на нашу эффективность напрямую. То есть, мы собрали определенное количество БХ и сразу же получили прибавку к своим спулам по соответствующим коэффициентам. Следует сразу оговориться, что пересчет для низких рангов идет немного по-другому. Я сейчас не имею в виду все, что было выучено до 20-го, ибо там штрафы это просто космос. Для удобства на примере двух КБХ, которыми обладает Хулипал в рейде, устроим пересчет. Мы видим, что скастованная флешка даст нам 858 чистого исцеления. Однако это справедливо только для флешки 5 ранга и выше. Все, что ниже 5, получит эту прибавку не сразу, а в соответствии с затраченной маной. То есть, 5 ранг стоит 115 маны, а 1 всего 35. Поэтому, чтобы получить свои 858 единиц чистого исцеления, нужно скастовать первую флешку 3 раза. И мы отобьем свою БХ. Даже чуть больше, так как первая является более маноэффективным спылом. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию, но делать этого не стал. Соответственно, чтобы отбилась уже вторая флешка, достаточно скастить ее всего 2 раза. И так далее, вплоть до 5 ранга. Этот же принцип применим и к Холилайту, только там отправной точкой будет 8 ранг. Далее мы рассмотрим сразу третью позицию, так как вторая появится только в следующей фазе, и с ней связана пара нюансов, о которых позднее. Крит – самый приятный и рандомный стат нашего топа. 1% крита, он же 22 рейтинга, эквивалентен примерно 16 БХ и 3 МП5. Не стоит сильно цепляться к МП5, так как это был перерасчет для флешки 6-7 ранга. И нужен он исключительно как ориентир. Подсчеты ведутся исходя из уже указанных 2 КБХ, поэтому чем выше ваша БК, тем ценнее крит. Пожалуйста, не надо акцентировать внимание на моих кривых подсчетах. Просто верьте. Просто верить? И все? Просто верить. Этого вполне достаточно. Исходя из таких подсчетов, делаем вывод, что все сокеты для максимализации КПД мы убиваем на БХ, игнорируя цветовую палитру гнезд. Самые догадливые наверняка задаются вопросом. А какого хрена? Ведь при инспекции моего пала можно заметить, что на эти правила... Ложил я на них с прибором. Не забывайте, что я редкостный долбан, который одевается на ПВП, а там немного другие правила. А здесь я рассказываю, как должно быть и как надо для наибольшей выгоды. Этот человек пиздит. Двигаемся к замыкающим. И здесь следует пояснить, что МП5 напрямую на ваш хил потенциал не влияет. Именно поэтому этот стат располагается ниже других. Да, в теории большое количество данного параметра позволит вам использовать максимальные ранги спелов. Вот только вы и так при любых должны спамить максимальными рангами, для наибольшей эффективности заливая химку как не в себя. Да, дорого. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сразу сделаю оговорочку, что данное правило не распространяется на 11-й Холилайт, ибо его затраты никакая химия не компенсирует, только лишь включенная элиминация. Но это не точно. Резюмируем всю ранее озвученную информацию, и получается, что вторую фазу мы заканчиваем плюс-минус вот в таком шмоте. При желании можно заменить все сокеты на красный и поменять мета на 26 БХ. Этот на регенманы мне импонирует больше, но решать, конечно же, исключительно вам. Также можно поменять скоробей, если кому-то не нравится. Ну и наконец коснемся хосты. 1% которой, он же 16 рейтинга, эквивалентен 32 БХ. Самый интересный стат, ведь по факту он скорее не столько апает хил, сколько позволяет эффектно крутить логи. Заебись. Четко. А теперь самое интересное. У вас появляется опция сесть на один из стульев. Это хаст и крит сборка.
Первая предполагает, что вы будете крутить логи и выдавливать максимум из своего класса, параллельно вливая в себя пот и ПКД. Вторая для тех, кто уже смирился с тем, что на этом аддоне ловить уже нечего, и проще подождать лича, играя при этом в максимальном комфорте и на чиле. Следует сразу продемонстрировать несколько нюансов, связанных с использованием хосты. В первом фрагменте я разогнал хосту до 41% и вместе с проком Light Grace каст длится секунду 42, вместо положенной ему секунде 28. После этого арифметического факапа было принято решение проверить модификаторы по отдельности. Именно поэтому решил протестировать только один, параллельно собрав тот же самый прок Light Grace и прок пятерки. Каст длился положенный ему секунду 25. А теперь каст с проками двух триник, Light Grace и проком пятерки. Как вы думаете, указанное время каста в 1.06 это правда? Нихуя! Каст длился все те же секунду 42. Буду очень признателен, если кто-то объяснит мне мистику вот этой херни и опишет, в чем же конкретно я наебался при своих подсчетах. Ну и еще раз. Каст 1.25 с одним тринкетом и двумя проками. И последующий каст с двумя тринкетами и одним проком. На секунду 42. Ну и наконец переходим к PvP аспекту игры, в котором у нас есть два кардинально различающихся направления. Первое ответвление это рандомное БГ, на которое я предпочитаю собирать ебейшее количество крита, разгоняя его вплоть до плюс 30%. В данной экипировке я и бегаю на БГ. За все время фарма БГ у меня не возникало проблем нехватки реса, поэтому я ограничился банальной соточкой. Естественно, с таким подходом вы должны четко следить за своей позиционкой и придерживаться золотого правила. Сижу за километр, ебашу FPS метр. Желательно в кусте или какой-нибудь другой текстуре, чтобы ваш фрейм был менее заметен. Предвосхищая вопрос, можно ли одеть full PvP сет и пойти на БГ, отвечу, да, можно, и вы превратитесь в непробиваемую консервную банку для милишников. Благо дело на всех PvP вещах присутствует крит, который так нам необходим. Однако нужно понимать, что нам придется пожертвовать частью крита и СПД СБХ. Но с большим количеством ресала можно будет забить на осторожность вовсе. Вторым ответвлением является арена. Тут я не буду особо много советовать, ибо сам крайне плохо отыгрываю. Но расскажу, как мне удобнее всего отбивать кап. Это PvP каркас, ибо мне нужен сет бонус 4 предметов. И офсет, заточенный на МП5, ибо реген маны просто необходим. Не знаю, как себя покажет хаст в следующей фазе, но на БГ я его точно таскать не буду и буду бегать, как и прежде, в крите. К тому же можно будет собрать наконец-таки полноценного шокера с косарем 200 СПД и приятной проковой тринкой. Ну а для арены посмотрим. Может быть, что-то и поменяю. На этом буду заканчивать. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Если хорошо зайдет, увидимся снова через полгода, когда меня затерроризируют личку призывом мне сделать что-нибудь обучающее.